Всем привет! Я нашла идеальный способ легко и просто организовать все ящики и полки. Случилось так, что нас затопили соседи, и нам пришлось заменить заднюю стенку кухонных шкафчиков. Но худо без добра не бывает, и благодаря этому я обнаружила чудесный материал, из которого можно делать всевозможные перегородки и разделители. И сейчас я вам его покажу. Поехали! Материал этот намного крепче и долговечнее картона. Чтобы нарезать его, не обязательно иметь специальные инструменты. С этим справится и обычный канцелярский нож. Продается он в строительных супермаркетах по очень демократичной цене. Называется ДВП-плита. А по-простому это то, из чего делают заднюю стенку мебели. Ну и давайте двигаться от простого к сложному. Самый легкий вариант для новичков, который сможет сделать из этой плиты каждый, это разделители по диагонали. Для этого нужно только вырезать два одинаковых прямоугольника, измерив высоту и диагональ ящика, и посередине сделать в них прорези. Такие разделители можно установить как вертикально в ящик, так и горизонтально внутри полки. Чтобы сделать много ячеек нужного размера, придется повозиться чуть дольше. Но результат будет лучше, потому что такие соты более удобны. Как и в первом случае, разделители можно поставить внутри полки. Чтобы не повторяться и не занимать время, я оставлю ссылку на мастер-класс по изготовлению таких разделителей из картона, для тех, кто еще его не видел, потому что технология здесь ничем отличаться не будет. Если нужен разделитель без ячеек по всей длине ящика, то можно сделать таким образом. Вырезаем несколько прямоугольников и устанавливаем их вдоль стенки ящика на небольшом расстоянии друг от друга. Расстояние должно соответствовать толщине перегородки. Прямоугольники нужно приклеить к ящику с двух противоположных сторон с помощью клея или двустороннего скотча. Те, которые находятся друг напротив друга, должны быть одинакового размера. Все, теперь мы можем вставлять в отверстия перегородки и при необходимости передвигать их, добавлять или уменьшать количество ячеек. Этот вариант тоже можно применить и на полках. Перегородки получаются достаточно крепкие, но при этом тонкие, и они не занимают много места внутри полок. Для того, чтобы удобнее было транспортировать эту плиту, ее лучше сразу же в магазине разрезать. А если там нет такой услуги, то в крайнем случае ее можно легко разломать пополам. Так же, как и картон, эту плиту можно обклеить, покрасить и задекорировать на свой вкус. Надеюсь, было полезно. До встречи в следующих видео. Пока!